Наконец-то к нам приехало то, что долго мы так ждали. Вот она. Сразу открещиваться, сразу обвинять нас, там, что мы прислали им какие-то левые фотки, поэтому мы такие плохие, мы сейчас пытаемся их обмануть. Грязно ведут свой бизнес. Я удивлен, конечно, как он не загорелся при такой вот доставке. How much is the fish? No, 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 no. Nice. Tesla inside. Thank you so much, man. Что мы тут делаем вообще? Что ж такое? Делать очень хорошее дело. Выгружать хорошую машину, красивую. Наконец-то к нам приехало то, что долго мы так ждали. Вот она. Вот так вот выглядит машина внутри. Здесь чуть-чуть вода, окно было приоткрыто, капало. А так замшевый потолок, торпеда замшевая. Экран не потек, не тот. Потому что, наверное, здесь уже новая система стоит. 7 мест у машины. Александр подъехал. Приехала наша Tesla Model X. Пытаемся ее загрузить. Подняли ее на доли. А потом решили попробовать перевести в режим нейтральный. И вроде как все получилось. Скорее всего, сейчас будем ее снимать с долей и вести обычным ходом. Короче, ключа у нас все-таки оригинального от нее нет. Кто-то подложил другой ключ, из-за этого мы не можем ввести ее в тоу-мод. Плюс там кто-то открутил массу, она вообще не включалась. В общем, с ней ковырялись. Мы сейчас самым простым способом, потому что нам неудобно, ни доступа нет, чтобы развести колодки вручную, подать на них напряжение. Чтобы парня долго здесь не держать, мы просто сейчас стянем ее на таких двух импровизированных лыжах. Просто машиной вытянем из прицепа. И как бы уже потом будем заниматься. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Чуть-чуть. Коля, отпускай тормоз потихоньку. Стоп! Аккуратно, нога вот здесь, чтобы держи. Стоп! О, давай! Давай! Николай, как ваше настроение? Так гнал. Главное, что мы все сняли. Слушай, классная машина. Да, хорошо отдохнул, здесь посидел. Сидушки прикольные, да, на этой Зачем ты не отключил мультимедиа, а? Так хорошо сидел, тут чилил, а ты мне взял все, отключил, капот закрыл. Операция извлечения машины можно считать завершенной. Успешно. У нас было несколько разных попыток, но все-таки сработал самый надежный способ. Волоком вытащить машину из прицепа. Колеса не пострадали. Все хорошо. Это хорошо. Да. Тесла приехала к нам. Вот человек, который нам помог. Спасибо тебе. За то, что подождал. Он тоже грузил ее сюда, а мы вот снимали. Ну, снимать легче, наверное, чем грузить. Нам пришлось привлечь еще толтрак для того, чтобы он ее туда загрузил. Парень помогал. Тебе большое спасибо. Будем к тебе еще обращаться, если что. Будем дальше работать. Все, спасибо большое, удачи. Очень неплохая машина. 90D, и Коля, по-моему, там увидел FSD, автопилот активированный, будем надеяться, что это так. Да и вообще машина в хорошем состоянии, будем ее диагностировать, смотреть, какие там проблемы, я думаю, будет интересный проект, поэтому все увидим дальше. Вот такой вот автомобиль. Сейчас он обесточен. Так выглядит внутри, достаточно в хорошем состоянии. Водительская сидушка, конечно, немножечко потерта, но не критично, я думаю, очистится. И вот так у нас тут сзади. В принципе, все достаточно чисто. Крышки на месте. Видно, конечно, что она юзана, как бы, естественно. Но, тем не менее, сидушки вот следующей генерации в 2017 году очень прикольные, мне нравятся. Красиво смотрятся. Хочу себе такие поставить. Может быть, где-то найду рано или поздно. Так что будем подключать, будем диагностировать и будем смотреть, что из этого у нас получится. Удачи! Всем привет! Сегодня вечером собираемся на концерт Монатика. Покажем вам пару кадров оттуда.
наче день замінила ніч, плине по зорі, схожа на тебе притч. Без негативних факторів, злих директорів і небезпечних секторів. Сянуть вона, загубилася і нагадала, не втомився. Працювало поділиться та бадьорить красавця. І хочу я високий, хочу я вданий, хочу я високий. Ночі де сам не світ, дай мені високий, дай мені ударний, дай мені високий, Боже, якщо не твій я. Ей ти там з нами, давай займемось танцями. Ей ти там з нами, давай займемось танцями. Ей всі тут з нами, давай займемось танцями. Ей ти тут, давай. Спочатку з'явилась музика, танці, краса, я без тями від цього не само. Музика, ось ця музика, такі танці, така краса, о так, я без тями від цього так само. Це ваша частина, ви ж і так хотіли, нехай працюють найкращі частини тіла. Всі, давай, танці. Давай, танці. Всех приветствую на канале. Короче, такую вот историю хочу рассказать. Ремонтируем мы вот эту машину 85-ку. У нее проблема с одним из модулей в пентхаусе. Там небольшой саморазряд, и модуль саморазряжается, на одной из его линий. Мы на eBay заказали модуль отдельно, чтобы заменить, чтобы сделать батареечку нормально, качественно. И ребята какие-то нам, мы их, конечно, не знаем, прислали нам модуль, продали нам модуль. Вот это сейчас, это именно упаковка, в которой мы отправим этот модуль обратно. До этого они упаковали его просто вот в эту пупырку и 2 куска картона. И модуль просто, я не знаю, то ли он по дороге, то ли не таким отправили, его просто убили. То есть просто погнуты трубки, просто тотально разрушено. Вон трубка воткнулась прям в шину охлаждения. То есть она тупо разрушена со всех сторон. Здесь вот шина погнута. И еще сама BMB-шка, вот здесь видно, что она в коррозии. Вот коррозия видно, то есть здесь была жидкость, то есть изначально этот модуль, даже если то, что он был погнут при транспортировке, его, допустим, повредили, то то, что там окислы на BMB плате, говорит о том, что с самого начала модуль был не в самом лучшем состоянии, судя по его BMB-шке. И продавцы, которые продали, начали сразу открещиваться, сразу обвинять нас, там, что мы прислали им какие-то левые фотки, что вообще не отослали нам классный модуль, а это, мол, мы такие плохие, мы сейчас пытаемся их обмануть. Короче, вот такие вот нечистоплотные продавцы, грязно ведут свой бизнес. Но как бы eBay есть eBay. Этот модуль запакуем по-человечески нормально и отправим им обратно. А запакуем по-человечески просто по той причине, что если вот так вот паковать модуль литий-ионными батареями, вот такую вот упаковку, то, мне кажется, я не знаю, я удивлен, что ничего не сгорело. Потому что если этот модуль начнет гореть, то там горит все. И трак, и поезд, и на чем они там его везут, и машина, и все на свете. Я удивлен, конечно, как он не загорелся при такой вот доставке. Им очень повезло. Но как бы мы отправим это по-человечески. И я думаю, eBay возместит нам все деньги, потому что сам продавец ведет себя очень некрасиво. А мы не хотим быть плохими людьми. И придется пожертвовать им вот такую вот классную упаковку. Но что делать? Утро, 7 утра. Чувачок приехал купить мой мотоцикл. Вчера посмотрел, сегодня решил купить. И мой мотоцикл едет в Калифорнию на этом траке. Сейчас покажу. Мотоцикл стоит в драйдоке. Чувачок сейчас его купит и будем грузить. Получается, мотоцикл загружать будем в этот трак, и парень будет увозить его к себе в Калифорнию. Вчера он подумал, решил, что все-таки он ему нужен и что он его хочет забрать. Вчера, предварительно подготовившись, уже поставили байк в драйдок. Привязали мотоцикл, чтобы его ночью никто не увез. Примерно все выглядит вот так. На ту сторону возить, а там уже пацан должен подъезжать.
Загнали мотоцикл вот так вот. Драйвен чуваку. Ну и все. Вот так он сейчас его обмотает одеялами. И мотоцикл уезжает в Калифорнию. В теплые места. Будет жить теперь там. Харли Дэвидсон. Ключики ему отдаем. И дядя едет. История мотоцикла не успела начаться, уже закончилась. The guy just paid me 8,000 and 3,000 he paid, but it didn't go through. We just gonna exchange the information, wait for the bank, so the bank gonna, the bank. $8,000 already gone through, 3,000 they need a 24-hour verification. I'm still with the bank. Once they verify, I hope it will be go through. If it's not, he's gonna call me something. He has my bike, he has my truck license number and everything. Yeah. And You have my bike. Yes. I don't have your bike. You will have my You have my bike, but yeah, I'm gonna just try to see what's gonna happen then. Huh? key. The key, I'm gonna give you the key. Oh, truck, and I'm gonna give you my license. It's not gonna make any difference if I take the truck or not truck. If you go to New Zealand, I'm not gonna go to New Zealand, bro. I'm here like 7 years already, 8 years. How about if I keep the title and send it to you? Oh, come on, bro, I have to drive. Like, I can't drive without a title. You see, you don't wanna That's the only do. thing, I cannot drive without a title. Why not? Because they have to have a title in order to registration the bike in California. In But it's gonna California, be fine, yeah. that way you will get there. I'm still with the bank and everything. Let me give you my ID. That's my current address and everything. I live here. Okay, yeah. Let me just take a pictures of this too. Yeah. Вот так мотоцикл уезжает от меня. Да, всем пока. Мотоцикл уехал на траке в Калифорнию. Чувака зовут Карамжит. И будет он теперь ездить на моем мотоцикле. Заплатил чувак, разбудил меня в 6 утра. Вчера не захотел покупать. Говорит, надо подождать до утра, подумать. Но утро решило свое. Он сделал свое решение и теперь он хозяин. Добрый путь, чувак. Давай, катайся. Ти така красива, описати все не вистачає слів і сили. Немає, без тебе мене вже ламає. Цього не витримати, але я тримаюсь. Пісні про любов так не прийде, про посіль має тільки про зливи. Про гарячі дискотеки до втрати пульсу, просто курсу. І про всякі посил. Про тебе комок не стихаю, все означається, що я тобою дихаю. Можливо, я налаштував зіниці, та сьогодні оминаю всі. Лиш тебе сьогодні бачити, довго могла я можу допомогти. А я ніколи ще не бачу гарніше. Ну де була ти раніше? Мокра дівчина соне, точно очі повністю. Мокра дівчина танцює, мокра дівчина соне, точно очі. Короче, покрасил мангал только что. Сейчас идем закупаться. Костка. Надо купить продукт. Завтра день рождения. Кучу всего нужно купить. Покажу вам тачечку, что мы там будем набирать. See you later. Деня, ты мне хоть напиши, пожалуйста, там список, что купить, а то как бы если... Через полчаса. Хорошо. Все, до встречи. Вот так, короче, мы пришли скупляться. Деня уже разложился там. Говорит, буду здесь тебя ждать. Сейчас наполним эту корзиночку. Главное, чтобы вторая не понадобилась. Сейчас накупим доска. Барашенька. Цены. И куча всего. Все только начинается. Рыба. Фиш. How much is the fish? No, 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 no. Вот люди уже имеют Хаммер, непосредственный конкурент Сайбертракам. Электрический Хаммер. Люди катаются, я его часто вижу. Такой прикольный автос. И у многих людей здесь разделяется мнение, что из этого лучше. Не знаю. Это тоже брутальный такой большой джип, очень быстрый пикап. Снимается крыша, свои приколы есть на нем. Тоже вот так вот сзади вот сделано. А вам какой из них нравится больше по дизайну? Пишите.
Хочу немного продолжить историю про вот этого серого икса, которого мы купили какое-то время назад. К сожалению, некоторые кадры потерялись благодаря моей невнимательности. Я кое-что случайно удалил. Поэтому хочу подрассказать промежуточную историю. То есть этот X к нам приехал где-то со стороны Нью-Йорка, далеко в общем. Мы долго ждали его доставки, потому что никто никак не мог его забрать. Потом все-таки нам один человек его доставил, спасибо ему за это большое. И что по этому X-у? У нас вроде как есть от него ключ, но он, когда машина приехала, он не открывал, не закрывал машину, мы не могли включить tow mode, потому что машина на ключ не реагировала. Плюс с самого начала она вообще при подключении бустера никаких реакций не издавала. Мы потом впоследствии, я уже сейчас все здесь много подсобрал, но мы впоследствии нашли, что был отключен толстый провод, который массовый провод, который на фьюзбокс идет. И как бы машина уже немного ожила, но тем не менее у нас не было питания на контакторы, машина не питалась от своей батареи, то есть контакторы не включались. Чуть позже, поискав, проверив предохранители, пира, проверив всю линию питания контакторов, я нашел, я просто с иксами, если честно, вот мой первый опыт, и я обнаружил, что здесь отсутствовала петля ВВБ, я вот сделал такую имитированную петлю временно. Контакторы у нас получили питание, батарея у нас как бы, контакторы клацают, она включается. Все вроде бы окей, но есть одна ошибка по центральной антенне. Ошибка по центральной антенне, но она как бы по идее не должна влиять на то, что машина у нас не видит ключ. Она хотя бы должна открывать, закрывать двери. Но ключ этого не делает, поэтому у нас есть подозрение, что ключ не подшит под эту машину, что ключ не с этой машины, что когда покупаешь машину на аукционе, может быть абсолютно легко. На аукционе творится бардак, там все постоянно теряют, кто-то крадет ключи, что-то путают. Это типа обычная ситуация. Что у нас сейчас по X-у? То есть, в общем-то, все в порядке, у него особо никаких проблем нет. Единственное, мы видим вот такие вот ошибочки. Нужна калибровка дверей, Electronic Parking Brake проблема, но у нас просто отключены суппорта, потому что мы машину двигали, и без ключа то мод включить невозможно. Мы просто развели принудительно суппорта и отключили их. Поэтому ошибка по суппортам. Это все нужно сделать. Калибровка дверей, это несерьезно. И вот у нас самое интересное, это говорит, что центральный бодиконтроллер BCC-N to case, то есть что два ключа как бы подвязано к нему, и говорит, что у нас ошибка по центральной антенне. Я разобрал центральную консоль, дабы убедиться, что антенна на месте, с ней все в порядке. То есть вот антенна, которая стояла с самого начала, я ее пометил. Я прозвонил провода до бодиконтроллера и решил начать с антенны. Заказал другую антенну, антенна пришла, но ошибка у нас никуда не делась. У нас все равно система не видит центральной антенны. Что дальше? Я добрался до центрального бодиконтроллера, мы его открыли с товарищем, посмотрели, что же там внутри. Возможно, мало ли, бывает такое, что там явно что-то сгорело и прям визуально видно, что с ним какие-то проблемы. Мы обнаружили, что плата каким-то образом изогнуто немного, но видимых повреждений мы не обнаружили. То есть мы заказали еще один body control модуль, дождемся, когда он придет, подкинем, посмотрим, что же все-таки у нас будет с этой ошибкой по центральной антенне. И как бы там ни было с body контроллером, есть подозрение, что ключ не с этой машины. Мы пока подвязывать ключи на X не умеем, тут система security немного другая, как на S-ках, поэтому как бы мы, возможно, обратимся к дилеру, может быть, докупим специальное оборудование для подшивки ключей именно для X. Поэтому пока у нас машина вот в таком вот промежуточном ремонтном состоянии, мы ждем бодиконтроллер, и как только мы получим бодиконтроллер и избавимся от ошибки по антенне, мы сразу же будем пробовать подвязывать ключ, потому что подвязывать ключ под этот бодиконтроллер нет смысла. Во-первых, он антенну не видит, это нормально не произойдет. А во-вторых, как бы после замены бодиконтроллера придется подвязывать ключ под другой бодиконтроллер, поэтому мы будем все делать поэтапно, постепенно. А так вот наш X в таком вот состоянии, он в процессе. Поэтому ждем детали и будем продолжать наш ремонт. Очень уже хочется, кстати, на нем выехать, прокатиться. Я никогда в своей жизни не имел Model X, не пользовался им как бы на регулярной основе, поэтому очень хочу это попробовать. Залазь вовнутрь, садись. Можно на YouTube сказать, купили новую. Саня покупает новую машину, будет у него бизнес-план. Качество, да. Наверное, не закручено. Прикрутят. Саша, но запас хода меньше будет. Ты же наваливал. Тут еще вот так вот есть. Не, он же наваливать будет, он раз и назад, одни ноги торчат. Так она же четырехдверная, ребят. Ну да. И высокая очень. Вот, кстати, я хочу сказать, ты поместишься? Да вы тут... Еще сзади. Слушай, тут можно... Ты назад поедешь, что ты можешь а у меня тоже назад. Слышишь, ну а тут почему-то два стеклоподъемника только, а в машине ничего. Не, здесь вот тоже у меня есть сзади стеклоподъемник. Вот тут два. А, два? А, ты можешь только свои два открыть. Здесь тоже. Надо задуматься. Я такую хуйню видел у миллионеров на даче, они детям купили, что развлекают. Не, короче... Прям такую, а похожего плана. Я вам могу сказать такую вещь,
что можем такую взять и на работу будем ехать на такой. У нас тут такой процесс вот идет. Вот мы сняли батареечку, у нас вот донор появился. Неплохая на самом деле машина, это P85D, перформанс-версия, двухмоторная. Она с небольшим пробегом, но она вот имеет такие вот повреждения по квотеру. Как бы повреждения не такие прям тотальные, но машина эта селвиджная, она списанная уже. И мы не планируем ее восстанавливать, мы ее купили как донора. Хотя, конечно, она в принципе в неплохом состоянии. Салон здесь хорошенький, чистенько все относительно. Ну, то есть салон не поврежденный, он легко отмоется и будет чистый. Но как бы здесь повреждена дверь, что не критичное можно заменить. Здесь отсутствует филенка заднего левого квотера. Но мы этим заниматься не планируем, поэтому мы забрали отсюда мотор, заберем еще передний мотор, уже сняли батарею, задний мотор мы тоже сняли уже, вон он вдалеке, висит у нас на гусе, на кране. И сейчас мы хотим эту батареечку подкинуть на вот эту машину, это тоже P85D. Здесь проблема по батарейке. Но так как у нас есть батарейка, мы просто подкинем сюда другую, и машина уедет на продажу. А мы уже потом будем заниматься ремонтом другой батарейки. Потому что у нас машин с батарейками очень много. Там на улице у нас стоит их штук 6. Еще 3 к нам едут. Еще 2 стоят в других местах. Короче, машин очень много, нужно их все чинить. Поэтому мы этим усиленно и занимаемся. Подкинем эту батареечку сейчас сюда, а батарейку отсюда мы, скорее всего, пустим на модули, чтобы починить вот ту батарейку. Ну и, наверное, какие-то еще будущие батарейки, потому что модули на 85-ю батарею, они очень актуальны, и нам их сильно всегда не хватает. А надеяться на eBay, на ребят, которые их продают, как видите, не сильно это надежное дело, потому что люди, конечно, относятся к своему бизнесу плохо, отправляют, пакуют плохо, отвечают на сообщения плохо, то есть ведут себя некрасиво. Наверняка есть хорошие продавцы, но очень много и таких нечистоплотных, так сказать, продавцов. Поэтому приходится покупать доноров и приходится самому извлекать запчасти из разных машин, что является тоже неплохим вариантом. Сейчас подкинем сюда другую батареечку и, надеюсь, поедем кататься. Батареечка на месте, мы ее закидываем таким образом на полу, потому что наш подъемник, он типа платформа, как я уже когда-то рассказывал, мы не можем как бы на нем снимать. А подставить здесь другой подъемник мы тоже не имеем возможности, потому что это запрещено по определенным причинам и правилам нашего здесь здания. Так что пока работаем так. Подключаем питание и ждем. Контакторы клацнули, слышал? Это хороший знак. Да, главное, чтобы дым не вышел. Если дым выйдет, все, никуда не поедем. Пусть загружается.
Ждем загрузки компьютеров. Так, маленький уже загрузился, глянь какой шустрый. Пишет 42 мили запас хода. Да, там было 20 или 18% было что-то такое. Software update required, он все-таки хочет. Поглядим, что машина нам здесь говорит. Да, BMS version mismatch. Нужно будет делать редеплой. Окей, попробуем сделать редеплой. Сейчас машину опустим на колеса, чтобы можно было ее перемещать, и она не блокировала нам шап. И будем дальше заниматься программной частью. Ну, колеса будут крутиться, погазуем. Опускаем. День замінила ніч, по небу зорі схожі на тебе ніч. Без негативних факторів, злих директорів і небезпечних секторів. Усянуть вела, загубилася і нагадала, не втомився. Працював у поті лиця та бадьорить красавця. І хоч я високих, хоч я ударний, хоч я високий, ну чи не сам на світ. Дай мені високих, дай мені ударних, дай мені високих. Не втомився, не на мить. Чикаго, а ви? О, ми ще встигнемо, о, ми ще встигнемо відпочити. О, ти мой, не сумуй, о, ти мой, разом зі мною. О, ти мой, не сумуй, о, ти мой, твої гарні плавні рухи забирають погляди кожного. Вся насолода відчувається від руху кожного. З тобою на кожен тілі блищить роса. Всі вірять, що це сам я високий. Хоч я ударний, хоч я високий, но чи не сам до світ. Дай мені високих, дай мені ударний, дай мені високих, чи я чоловік. Не втомився, не на мить. Ей, а ви, бо ми ще встигнемо, бо ми ще встигнемо. Тут не втомився, не на мить. Ніхто, бо ми ще встигнемо, бо ми ще встигнемо відпочити. Отримай. Не сумуй, отримай. Разом зі мною. Отримай. Операция Tesla Model X продолжается. Сейчас приехали к Model X. Хотим посмотреть, что тут с ней и как. Чуваки говорят, надо бадик на ней менять, body control модуль. Попробуем пробраться. Давай, ты отодвигай, я блок несу. Сейчас подкинем оригинальный блок и посмотрим, что будет дальше. Дальше пойдем вовнутрь, попросим, чтобы человек переподписал, еще раз ключи попробовал. Может быть, все случится или случится, не знаю. Пока что Tesla предлагает за 1440 поменять BCCM, это вот этот модуль, и подшить два ключа. Что не есть, в принципе, дешево, но и не есть как бы дорого. Если с одним ключом 1440, с двумя ключами где-то 1600. В принципе, вот так вот как-то. Не знаю, но мы хотим сохранить каких-то денег. Сейчас попробуем подкинуть оригинальный BCCM. Сейчас пойдем вовнутрь и договоримся. Иди в машину и все. Сейчас пойдем вовнутрь договариваться, чтобы нам ее или не пере. Ну, как минимум, мы видим, что машина живая, уже поднялась, пневма, уже приятно. Что будет дальше, будем посмотреть. Сейчас пойдем вовнутрь, надо приготовить, я думаю, соточку, если дядю сейчас вызовем, который будет над машиной работать, надо будет ему дать чаюхи. Ну, и с этой чаюхой может дядя согласиться перепроделать ту же полностью работу, которую он уже сделал. Будем сейчас посмотреть. Также мы сейчас заберем Вовину запчасть, может быть, за $6. Покажем. Ну, такую запчасть за $6, думаю, нигде не заказать. Я честно тебе скажу. И вообще за другие даже деньги не найти. Ее заказать даже, вот если просто кому-то сказать, за $6 сделаешь, тебе скажут, слушай, братан, ты где-то падал в детстве очень сильно. Идем в сервис-департамент. Температура росте. Саме на початку не розумів і дуже любив сперечати. Уночі всі міста міцно сплять, а я вже забув, як то
волі. Бачу тебе все тане, температура росте, росте, раз. Ти така гаряча, хочу лікарю кричать, щоб виручав. Хто така, я не розумію, і що ти собі дозволяєш? Що ви там собі дозволяєте, а? Я подумав, просто піду, а ти мене з них збиваєш. Знову ось так, і якщо чесно, то губити слова, губити, так це втомило. Але ви знаєте, так кожний раз, так кожний раз, кожний раз, кожний раз, кожний раз, коли ти проходиш поруч, милая. Вы не поверите, но у нас новость. Тесла поехала. Ну как первый экспириенс? Наконец-то поехал наш Model X. За это и выпьем кофе. Прикольно, такой потолок. Спасибо, Тесла, за то, что починила нас. В следующий раз мы будем чинить Сами. сами. Ну что, едет. Что можно сказать? Едет. Всегда приятно, когда машина долго стояла, а потом поехала. Ты всегда получаешь такой: о, поехала. Расскажу немного про Икса, все-таки которого мы не так давно забрали. Расскажу про его ремонт, потому что не помню, по-моему, я мало что про него снимал. Короче, вот такой вот Model X, 17 год, 90D. В неплохом состоянии, мы его купили за хорошие деньги. Такая вот машина. Расскажу в двух словах, что вообще с ней происходило. То есть мы забрали ее привезли, не помню, то ли с Калифорнии, а может не с Калифорнии. Не, по-моему, с Нью-Йорка ее привезли, эту машину. И у нее тут кто-то копался, пытался ее чинить. Получается, что когда она приехала, у нее был отключен, клемма была отключена на фьюзбоксе на одном полностью, потом отсутствовала петля ВВБ, и машина, по-моему, еще предохранитель у нее не работал, какой-то из больших силовых предохранителей. Короче, в итоге, пока я там все подключил, начал ее диагностировать, у нас был ключ, но ключ у нас был не оригинальный, и поэтому на ключ машина не реагировала. Я разобрался по питанию контакторов, то есть восстановил петлю, сделал там вместо петли там временные пока решения, пока мы не купили саму петлю оригинальную. Прозвонился предохранитель, у нас контакторы включились, машина начала работать, заряжаться, типа все окей, но нет ключа, она не открывается, и у нее была ошибка по центральной антенне. Я сначала думал, что проблема в центральной антенне. Я заказал центральную антенну, поменял ее, но ошибка не ушла. Я прозвонил все провода, снял BCCN, это Body Control модуль центральный. Убедился в том, что провода все окей, что с ними все нормально. И как бы пришел к выводу, что все-таки это из-за BCCN. У нас не видит центральную антенну. Мы заказали BCCN другой. Подкинули, ошибка по антенне ушла. Но, естественно, ключ не реагировал, потому что он был подшит к другому BCCN. Мы сделали appointment в Тесле через приложение, потому что мы ее добавили в аккаунт и хотели без ключа ее как бы завести. Но по какой-то непонятной причине через приложение машина работала как-то некорректно. Она закрывала, но не открывала. То есть она вроде как давала разрешение на запуск, но как бы машина не включалась, ехала, естественно. То есть у нас ничего не получалось без ключа. И мы через приложение сделали appointment, чтобы приехал чувак с Теслы и подшил нам ключ. Чувак приехал, начал пытаться подшивать ключ. Он его подшивал, полтора часа мучился, ничего у него не получилось. В итоге он сказал, что он не смог открыть гейтвей. Не знаю, как он его планировал открыть, потому что я знаю, что гейтвей можно открыть только когда у тебя машина включена. Там несложная процедура, как его открывать. В общем, у него ничего не вышло. Он кучу ключей перепробовал, батареек там целую жменю переменял. Хотя после первой батарейки было понятно, что проблема как бы не в батарейке. В общем, мы уперлись в проблему, что не можем подшить ключ. У нас нет специального оборудования для подшивки ключей, потому что на Model X у них другая система security здесь. И просто так подшить ключ, как на S, допустим, здесь невозможно. Мы решили, раз этот техник с Tesla сервис, с официального сервиса, не смог это сделать, он сказал, типа, привезите машину туда, в дилер. Мы такие, ну окей, хорошо. Мы привезли машину в дилер. Они там тоже что мучились, говорят, мы не можем подшить ключ, потому что у вас не оригинальный BCCN, нужно новый. Запросили $1500, что-то в среднем такое за ремонт. Мы такие, блин. Короче, мы решили поехать к ним еще раз и подкинули оригинальный BCCN. В надежде на то, что они подошьют к оригинальному BCCN, там где есть оригинальный VIN-номер. Они опять же помучились, сказали, что центральная антенна не работает и нужно по-любому менять этот Body Control модуль на новый.
то есть Virgin чистый, чтобы подшить под него ключ, и машина заодно прописала туда оригинальный ВИН-номер. Нам, конечно, не сильно хотелось платить им там $1500, даже больше, но мы решили, окей, закончим этот проект, не будем терять время, пусть подошьют, потому что сам блок BCCN у них, даже если заказывать, он стоит у них $250. То есть они там кучу денег запросили за ремонт, чисто за работу, там за какие-то еще платы. Ну, окей, мы решили, ладно, пусть будет так, пусть они закончат эту машину, и вот она наконец-то поехала. Хотя, конечно, как бы тут еще есть вопросы по этой машине. Она-то поехала, но тут еще есть утечка где-то в пневмоподвеске с правой стороны, там, возможно, баллон течет, ну, утечка воздуха где-то. Потом здесь нам фару разбили заднюю, когда крышу ремонтировали в шапе. Они так все это делали очень неаккуратно. Там с крыши у нас с потолка падала там всякая фигня, и что-то они бросили, и прям, ну, слава богу, что не разбили ни стекло лобовое, потому что если мы и стекло лобовое разбили, это было уже там не $100-150, а 500-700, я не знаю, сколько оно стоит, но дорого. И как бы тут еще есть по мелочи разные, там парктроники надо сделать, одна из репит-камер не работает, там какие-то не хватает кавера спереди, там еще по мелочи много всего есть, то есть этим нужно заниматься. Но тем не менее, X поехал, X прикольный, с таким вот салоном, 6-местный. В общем-то, мы довольны. Довольно чистый салон у машины. Машина еще не детейлилась, не мылась, но в принципе она... Поэтому вот такая машина получается. Sorry, Andrew, I almost forgot. Ангеліна, Ендрю просив, каже, слухай, Діма, в тебе там перед концертом. Каже, там передай, будь ласка, Ангеліні щось українською красиве від мене словами. Я мало не забув. Каже, скажи і так, Андрюх, ну щось під фанію тут. Дякую, так, щоб нам було приємно слухати. Так от, каже, Ангеліна, ти особливо так? Прям українською. Ендрю. Yeah, I say like, she's so special. Люди шумлять, всі кажуть так, а я не бачу її. Особливо так сьогодні зорі горять, всі кажуть так, а я не бачу її. Бо ти мені вкрала погляд, вода. Endorfіни пішли, фантазія пошли, тобою почуття залив, що очі мозолю. Endorfіни пішли, фантазія пошли, ти наче золото витри, що очі мозолю. Виявилось навколо тебе світ кружить, чоловік давай, навколо тебе світ кружить, навколо тебе світ кружить, кружить, кружить. Особливо так сьогодні ноти звучать, ці кажуть так. Особливо так сьогодні люди шумлять, ці кажуть так. Я не бачу їх. Особливо так сьогодні зорі горять, ці кажуть так. Ні, ось я бачу їх. Вкрала погляд, о да. Ендорфіни пішли, фантазія пошли, тобою почуття залив, що очі мозолю. Ендорфіни
не прийшли, фантазія пошли. Моєму навколо тебе світ дуже, навколо тебе світ дуже, навколо тебе світ дуже, дуже.